есть глобалисты, есть левые, которые при Байдене практически везде выиграли, за исключением Орбана, да, в Венгрии. Везде были левые, везде были глобалисты. Это была вся как одна западная семья. В полном и переносном смысле. И когда Трамп выиграл, надо было что-то делать. Было желание, чтобы война на Украине продолжалась, и надо было как-то пережить Трамп. И был принят сценарий, по которому как бы образовывается такая антитрамповская коалиция. Фактически туда вошли все европейские страны. Мелани как бы более-менее тоже правая, и Орбан, Венгрия. Мелани занимала более сдержанную позицию, Орбан более протрамповскую. Все остальные были сильно антитрамповские. Но приняли решение для того, чтобы пережить Трампа, вести себя по-другому. Пережить. Главная задача — пережить. И вот для того, чтобы пережить, та стратегия, которая была выбрана, это поддерживать максимально Зеленского, чтобы он продержался этот срок Украины. И поддакивать, подхваливать Трампа. Зеленского выгоняли из Белого дома, потом его опять тихонько туда заводили. Приезжали европейские лидеры, сидели на маленьких стульчиках перед Трампом, как дети в школе перед заучем. Вот хвалили Трампа. Но на самом деле все было не так. И Зеленский был фронтменом этого сопротивления. Остальные все сопротивлялись тихо, блокировали его вопросы, не давали Трампу проводить какие-то решения, которые будут добавлять ему рейтинга, и ждали, пока Трамп ослабит. И когда Трамп ослабел, все начали показывать свое лицо. Испанцы не дали использовать военные базы. Мелани выступила, даже Мелани, которая подруга Трампа, выступила в защиту Папы Римского, там начала ругать Трампа. У меня был эфир на «Звезде», и мне говорят, ну да, она же должна была заступиться за Трампа. А как же? То есть за Папу Римского. Я говорю, ну, конечно, во всем Европейском Союзе просто не было никого больше, чтобы заступился, и все ждали, а что ж скажет Мелани? И Мелани, у нее просто не было выхода, она должна была выступить, да, поскольку все этого ждали. Она могла промолчать. Но нет, даже Мелани не промолчал. И сейчас просто Стармер, да, все остальные, все просто сейчас показывают свое лицо. Они считают, что с Трампом можно не считаться. Наступило то время, когда они считают, что можно себя вести так, как они считают себя нужным. Создание европейских сил безопасности, какой-то военный союз, да, и Зеленский неоднократно себя предлагал в качестве главной армии вот этого блока военного европейского. Не совсем так. Вот задача глобалистов — удержать Трампа в европейском, то есть Соединенные Штаты в Европейском Союзе. Они хотят, чтобы это все по-прежнему был единый блок военный. Они хотят, чтобы по-прежнему американские военные и военные базы находились в Европейском Союзе и обеспечивали безопасность. Они считают, что так должно быть. Да, это невыгодно Соединенным Штатам. Да, это чрезвычайно выгодно европейским странам, потому что если они будут тратить 5% от ВВП, минимум 5% надо тратить для того, чтобы обеспечить хоть какую-то безопасность. Это 1 600 000 000 евро в год. Смотрите, при 5% трат на оборону они свое ядерное оружие не создадут. Они не смогут накрыть Европейский Союз. То есть надо тратить 10. Значит, это надо тратить 3 триллиона.
Это чудовищные деньги. Это кардинально повлияет на уровень жизни в Европейском Союзе. Поэтому задача глобалистов — это не создание своего европейского военного блока. Он будет заведомо слабее России, Китая, и он не будет представлять собой какую-то угрозу и не будет сильным. Для того, чтобы стать сильными в военном смысле, они должны настолько уравнить уровень жизни, что Европа просто этого не выдержит. Но Европа перестанет быть Европой, они перестанут быть привлекательными, там не будет такой культуры, там надо строить какой-то военный коммунизм, там будет не до демократии. Ну вот оно все не складывается. Складывается только если Соединенные Штаты по-прежнему заставят обеспечивать безопасность Европы. А для этого надо победить Трампа. И вот у них такая задача есть, они таки двигаются в этом направлении. А для того, чтобы победить Трампа, надо не дать ему победить в Иране. И они не дают ему победить в Иране, для того, чтобы у него был низкий рейтинг. Для того, чтобы победить Трампа, не надо дать ему стать миротворцем, остановить конфликт на Украине. Надо максимально затянуть войну в Иране, чтобы рейтинг Трампа упал. Надо, чтобы на выборах, которые будут в Конгрессе осенью, республиканцы проиграли, пришли к власти в Конгрессе демократы, и все. Трамп уже хромая утка. У него Верховный суд отобрал право назначать тарифы. У него уже забрали ту большую дубину, которым он очень быстро мог поставить любую страну на место. Нет, все, до свидания. И следующее у него потеряет Конгресс. Потеряет Конгресс, поверьте мне, начнут ставить вопрос про импичмент. И как они надеются, не дожидаясь следующих президентских выборов, они выкрутят Трампу руки настолько, что Трамп будет вынужден начать финансирование Украины, поставки оружия Украины. И речи про то, чтобы выйти из НАТО или свернуть военные базы в Европе, уже идти не будет. Сегодня Трамп не знает, как выскочить из той ловушки, в которую он попал в Иране. И ни о чем другом он не думает. После того, когда он выскочит, в любом случае это чем-то должно будет закончено, он выйдет с рядной потерей рейтинга. И тут он будет только отбиваться. По крайней мере, так надеются те, которые играют эту игру. И обратите внимание, если бы они были уверены, что Трамп сможет подняться, они бы так себя сейчас не вели. Ему откровенно хамят, оскорбляют, и уже не считают, что он сможет это стать. Когда-то они так вели себя в отношении Владимира Владимировича, думали, что все, он уже не игрок, Россия отменена, а посмотрите, сегодня ситуация иная. Есть такая точка зрения, что Трамп настолько нестандартный игрок, что он что-нибудь такое вытворит, то, что мы даже сложно нам представить, и перевернет эту шахматную доску, и опять он будет там на коне. Но сложно себе придумать и представить, что это может быть. Очень мало времени. Он дал Украине и Зеленскому время до конца мая, с тем, чтобы он согласился на предложение России и Соединенных Штатов. Да, это звучит как предложение Соединенных Штатов, а то, что до этого оно было согласовано с Россией, остается в скобках. В этот период времени на Украине ожидают давление на Зеленского, слива компромата. Дальше считают, что после мая месяца, если Зеленский продержится, они рассчитывают, что поддержится, и тогда, в общем-то, будут ждать другого. Но ждать им уже будет проще. Зеленский будет чувствовать себя Трамп уже сосредоточится на внутриамериканской повестке. Зеленский будет ждать разворачивания военных программ.